Друзья, я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Покажу вам ободочек поближе и расскажу, что я использовала для создания такой цветочной композиции. Для цветочка, розочки я использовала ткань органзу. А вот такой вот ободочек с розой из органзы у меня получился. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Буду рада новым друзьям, вашим комментариям, лайкам. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. А мы начинаем наш видеоурок. Центром нашего цветочной композиции на нашем ободочке будет цветок из органзы белого цвета. Такую органзу я взяла, и для того, чтобы изготовить лепестки цветка, я взяла 4 окружности, не боящиеся высоких температур. Это у меня 2 вот таких вот крышечки, окружность поменьше, и из жестяной банки вырезан круг и вот такая монетка. В цветке, значит, участвуют лепесточки 2 диаметров. Лепестки побольше и большего диаметра, и меньшего, те, которые будут ближе к сердцевине цветочка. Для изготовления лепестка я вырезала паяльником из органзы при помощи вот такой окружности круги. Диаметр крупного лепестка 5 сантиметров, диаметр лепесточка поменьше, диаметром 3,5 сантиметра. И для того, чтобы оформить наши лепесточки, нам как раз таки и нужны кружочки меньшего диаметра относительно первых. То есть таким вот образом мы работаем с лепестком побольше и вот таким образом с лепесточком поменьше. Лепестки у меня уже готовы, и при помощи зажигалки и пинцета буду придавать кружочкам выпуклую форму. Сверху накладываю кружок из органзы и подношу к огню. Можно это делать над свечой, но мне удобнее это делать с зажигалкой. Такой вот лепесточек у нас получается. Можно дополнительно еще придать ему более выпуклую форму. Вот такая вот форма лодочки наших лепесточков будет. Так, сверху кружок из органзы и внизу окружность меньшего диаметра. Так вот органза обнимает наш жестяной кружочек, и получается такая форма лепестка. То же самое я сделаю с лепесточками меньшего диаметра. Тут у меня за второй шаблон выступает монетка 5 рублей диаметром 2,5 сантиметра. Делаем по той же технологии абсолютно. И больших лепестков и лепесточков поменьше я сделала по 16 штук. Можно делать больше-меньше в зависимости от того, какой величины и пышности цветочек вы хотите получить.
Не обязательно, чтобы все лепесточки были прям одинаковой формы. Если они будут немного разные, от этого наш цветок только выиграет, будет смотреться более реалистично. Ну вот лепесточки у нас готовы. Мы возьмем окружность из какого-либо плотного материала, кружок из репсовой ленты или из фетра, или из бархатной ленты. У меня это белый фетр диаметром 2,5 сантиметра. И иголочку с ниткой. Мелкие лепесточки я сошью, сердцевинку, и потом буду подклеивать более крупные лепестки. Значит, более крупные мы отделяем и откладываем пока в сторонку. Я накладываю лепесточки внахлёст немного. Скреплю их при помощи нитки с иголкой. Пять лепесточков я взяла для сердцевинки. Скручиваю. Таким вот образом, формируя серединку нашего цветочка. Закреплю при помощи ниточки с иголкой. Следующие лепесточки буду подклеивать на термоклей.
вклеиваем серединку в наш цветочек. Можно чуть-чуть подрезать, подкоротить нашу серединку, сделая ее более короткую. Сердцевина нашей розочки готова, и теперь можно снизу подклеивать остальные лепесточки, тоже в шахматном порядке. Вот такая розочка у нас получилась из органзы. Ну вот, друзья, вот такой вот ободок с розочкой из органзы в серебристо-белых снежных тонах у нас получился. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Буду рада новым друзьям и до новых творческих встреч. Пока-пока.